маленькая рекламка. Все приезжаем летом в Китай, в город Санья, и встречаемся с Женей лично. Да, устрою вам личную экскурсию по Китаю, также заселю на 5 звезд. Ребята, всем привет! Вы на канале Северный Кипр глазами студента. Меня зовут Полина. И сегодня на таком прекрасном фоне Средиземного моря с таким ярким палящим солнцем я хочу снять видеоинтервью с моей подружкой и также студенткой университета ИМЮ Женей. Всем привет! Меня зовут Женя, я из Беларуси, мне 19 лет, и также я студентка ИМЮ. Я учусь на департаменте туризма, первый год, второй семестр. Женя, первый тебе вопрос. Что тебя сподвигнуло на переезд на Северный Кипр? Изначально я хотела поступать в Польшу, но, к сожалению, не сложилось. И тогда я обратилась в агентство, которое помогает при поступлении, и думала поступать в Анталию. Но, к сожалению, в том году, когда я поступала, отказали в английской программе. И тогда мне предложили Северный Кипр, и я согласилась. Блин, моей маме очень понравилась эта затея, потому что, как принято считать, это райский остров. Хорошо. А какие у тебя первые впечатления о Северном Кипре? Положительные, потому что я очень люблю море. Здесь очень тепло, не такие зимы, как у нас. Пальмы, почти круглый год лето и вообще очень хороший климат. Ты сдавала вступительный экзамен при университете или IELTS? Я сдавала вступительный экзамен при университете, но, к сожалению, я не прошла по баллам. Но, в принципе, я так и планировала. Я хотела остаться на полгода в языковой школе, чтобы подтянуть уровень английского языка. Но, к сожалению, я осталась там на год. Но, в принципе, мне очень помог этот опыт. Мой английский стал намного лучше из-за того, что я была единственной иностранкой в своей группе и общалась только на английском. Хочешь, не хочешь, но английский к тебе придет. Да. Поэтому, да, это был хороший опыт. И хочу упомянуть то, что экзамен в языковой школе намного легче, чем IELTS. Чему тебя научили в преп-скуле? Во-первых, английскому языку и также коммуникации с иностранцами, потому что раньше у меня был опыт, но очень маленький, когда я разговаривала на английском языке. И из-за того, что были вынужденные обстоятельства, это, правда, мне на самом деле очень помогло именно в преп-скуле. У нас каждый день начинались пары в 8:30 и заканчивались в 14:20, за исключением одного дня. И был также перерыв на обед. И каждый день мы просто проходили задания по учебникам, либо нам давали какие-то задания, которые придумывали учителя. Также мы очень часто писали эссе, и у нас были дни, когда у нас были просто разговорные дни, когда мы рассказывали о себе, либо какие-то истории своей жизни. Учителя, правда, стараются в преп-скуле, насколько я знаю. У меня лично были только такие учителя. Что больше всего тебе запомнилось в преп-скуле? Конечно же, экзамены. В тот период я испытывала большой стресс. И сам факт подготовки к этим экзаменам. Ты боишься то, что не наберешь нужные баллы, но все будет хорошо. Главное знать кое-какие нюансы, где можно схитрить, на какую парту лучше сесть, чтобы вы достались легкие вопросы. Это база. Да, это база. Поэтому, да, скорее всего, период экзаменов больше всего запомнился. Считаешь ли ты, что при обучении в преп-скуле можно действительно подтянуть свой уровень английского языка? Я считаю, что да, особенно если ты единственный иностранец в своей группе, как это было у меня. Когда у тебя нет коммуникации с русскими людьми, с русскоговорящими, тогда уже приходит лучший уровень английского, потому что каждый день у тебя практика. Да, это правда. Когда ты находишься в среде англоговорящих, тут хочешь не хочешь, начинаешь говорить на этом языке. Да. А когда в группе у тебя есть русскоговорящий человек, то ты больше будешь разговаривать на русском, потому что это комфортно. Нужно выйти из своей зоны комфорта. Так я подружилась с турчанкой на первом семестре. В первом семестре мы очень хорошо сдружились и помогали друг другу в дальнейшем. И сейчас мы тоже хорошо общаемся, она мне очень помогла в тот период. Почему ты выбрала специальность туризм-менеджмент? Мне больше всего это было интересно. Я думала еще поступать на дизайн, но поняла в последний момент, что это не мое. Я очень люблю путешествовать. Мы все мое детство с родителями ездили в разные страны.
путешествовали. И я поняла, что именно отельный бизнес мне интересен. Мне интересно, как там все устроено, как там все работает, потому что на самом деле это большой труд. Ну, да, больше всего зацепил меня именно туризм. Поступление в МЮ – это было твое собственное желание или все же поспособствовали твои родители? Это было полностью мое желание. Моя мама хотела, чтобы я поступила в американский университет, который также находится на Северном Кипре, но я настояла на университете МЮ. А почему? Я посмотрела 2 видео, которые снимали студенты от американского университета и от МЮ. Когда я смотрела видео с американского университета, все студенты ходили без улыбок, как будто они загнанные, запуганные, и мне это не понравилось. Когда я посмотрела видео от обычных студентов, которые не проплаченные, как говорят, все ходили, улыбались, были всякие колорфесты, насыщенная жизнь. Это именно в МЮ, в нашем Да, университете? в нашем университете, все ездили на пляж. Очень активная была студенческая жизнь, поэтому я выбрала МЮ. Какие у тебя планы после выпуска из университета? Я хочу поехать в другую страну и также устроиться в отель. Хочу работать в отеле. Я надеюсь, и я верю, что я буду работать general manager или управляющий отеля также. Ну и работать по своей специальности, потому что, как я сказала ранее, мне это интересно. Какие, так скажем, бонусы дает университет на обучение на твоей специальности? Ну, конечно, самое важное, как я считаю, это практика. Университет отправляет тебя на летнюю практику, на годовую практику, и это очень хорошо. Ну, это мое личное мнение, потому что в конце обучения, когда я получу диплом и буду устраиваться на работу, у меня уже будет опыт работы. И если будут принимать студентов, конечно, выберут студента, у которого уже есть опыт, потому что он уже познал, так сказать, жизнь в отеле. Да, это действительно так. А расскажи поподробнее про летнюю практику. Она у меня как раз-таки будет этим летом. Вы можете выбрать любую страну. Также университет вам поможет с этим, если вы соберетесь проходить практику на Северном Кипре. Также сам учитель предлагал нам Дубай. Но это выбор каждого, в какую страну ему полететь. Лично для себя я выбрала Китай и буду проходить практику там. Обычно отель выбирает, кем ты будешь работать и за кем тебя закрепят. К счастью, мне выпал ресепшн. Я очень рада этому. Поэтому да, если что, встретимся в Китае на ресепшене. Дай, пожалуйста, совет будущим студентам, кто хочет поступить в наш университет. Ну, мой личный совет – это лучше найдите человека, который вам поможет при поступлении. На своем личном примере могу сказать, что это очень вам поможет, потому что когда мы приехали в первый раз с родителями в МЮ, нам было очень тяжело, потому что мы не понимали, куда нам идти. Мы спрашивали у людей, но почему-то никто нам точного ответа не давал. И мы потратили целый день, чтобы просто найти эти окошки в регистр-центр. И когда мы уже туда подошли, все было закрыто, и мы не успели. И нам пришлось ехать еще раз на следующий день и тратить на это время. Если бы мы изначально про это знали, было бы намного легче. Поэтому лучше найдите человека, которого вам с этим поможет. Женя, спасибо тебе большое за такое интересное интервью, за подробные ответы. Спасибо большое за приглашение. Мне тоже было приятно с тобой пообщаться на эту тему. Ну а вам, будущие студенты, как обычно, желаю удачи при поступлении в университет. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться, писать мне в любых мессенджерах. Ссылочку оставлю в описании. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и увидимся с вами в следующих видео. Пока!